Hello everyone, всем привет! Итак, сегодня у меня не будет никаких реакций, сегодня будет такое мини-ревью на новый альбом группы Abyss Watching Me. Альбом называется Nyx, так что оставайтесь вместе со мной. Итак, это будет такое мини-ревью на новый альбом Abyss Watching Me, на альбом под названием Nyx. Вот. Мне действительно понравился этот альбом. Я не буду про каждую песню рассказывать, я просто скажу, в общем, свои эмоции по этому поводу. Вот. Мне есть прям действительно песни, которые запали в меня душу, которые я постоянно слушаю. Это, конечно, Spiral, Losing, и плюсом к нему еще добавилась Not Coming Home, и также добавились Monochrome и Like Knives. Вот, мне действительно очень запомнились эти песни из этого альбома, они круто сделано, очень все круто сделано, потому что ты когда слушаешь альбом, и у тебя нет такого, что какая-то отдельная песня, они как бы эти все песни, все эти 11 песен перетекают из одной в другую, они, скажем так, тебя... Одна закончилась, следующая, и это очень круто сделано, потому что у этого альбома есть история. Если, допустим, вы еще не смотрели видео у Егора на канале, у него есть об этом, как он рассказывает про создание альбома, про каждую песню, что у каждой песни, скажем, стоит история, личная история Егора, вот, и от этого альбома еще становится круче, потому что, когда я его слушала, мне вот по атмосфере показалось, что должно быть что-то такое быть, потому что создается впечатление, что что-то очень, скажем так, какие-то темы затрагиваются, которые действительно повлияли на жизнь создателя этих песен, на мелодии и так далее. Потому что нельзя написать просто так, взять альбом какой-то с песнями и все, его выпустить. Потому что, мне кажется, вообще рок-исполнителей, у них какие-то очень душевные альбомы получаются, и они действительно реально вкладывают в это очень много сил, эмоций, жизненной ситуации, и прям создается действительно крутая атмосфера. Потому что, когда я смотрела, помните, первый раз Losing, да, первая песня вышла Losing, я еще тогда догадывалась, что что-то должно быть такое быть личное, потому что, не может быть все это просто так. Вот, и действительно так оказалось, что в этом альбоме есть личные истории Егора, и от этого он становится еще круче, еще лучше, потому что ты в это еще больше проникаешься. Так как можно в какой-то из песен даже найти для себя там из текста, из мелодии что-то личное для себя, которое тебе, не знаю, может поможет какую-то ситуацию пережить. И действительно это будет очень хорошо и для зрителя, для слушателя, и для исполнителя. Вот, так что мне действительно понравилось. Мне понравились все мелодии. Они реально так друг с друга перетекают, скажем так, может, как типа копируют друг друга, но при этом у них есть что-то общее, но также есть и отличия. Это очень здорово. Вот, и мне очень еще понравилось, что они еще, кстати, есть эти песни, несколько песен они переделали. Это, по-моему, Monochrome и Like Knives. Вот. И мне еще понравилось, что они вставили из Spiral в песне Like Knives несколько частей, там и по тексту, и по мелодии. И то, что открывает альбом Spiral и заканчивается альбомом песни Like Knives, и они как бы перетекают друг друга, и ты такой, у тебя как бы циркулирует этот альбом по кругу, и ты как бы не замечаешь, где конец, где начало, и очень здорово. Мне кажется, это очень по-крутому сделано, чтобы, наверное, слушатели вот так по кругу слушали этот альбом, не только. Вот, так что это очень здорово, очень круто, мне действительно понравилось. Мне немножко, конечно, из всего альбома показалось, что песня Prison of Honor выбивается на как-то,
Вот у остальных они такие мелодии более спокойные, медленные, а вот именно Prison of Honor, он немножко сумбурная какая-то песня, она выделяется из этого, мне кажется, и, ну, она четвертая, в принципе, из альбома, но как-то немножко режет слух, вот это было по мне, ну, а все остальное действительно очень здоровское, все атмосферное такое, все очень классно, и такое вроде бы оно медленно, но при этом тоже есть какие-то сильные эмоции, это чувствуется и по тексту, и по мелодиям, и это очень здорово, прям очень круто. Мне очень нравится еще обложка, она такая как бы более зимняя, снежная, что ли. Вот. И не знаю, конечно, как это связано с альбомом. Про это, к сожалению, Егор не рассказал, как они убирали эту обложку. Но там написано, ну, как бы стоит один человек, и у него немножко сердце, там видно, что оно горит. Вот. Но прям круто, мне она понравилась, действительно. Вот. И, в принципе, эта обложка тоже создает такую атмосферу. Но как бы он один, может быть, то, что одиночество такое какое-то есть, и это отражается в песнях тоже, и там есть несколько песни, какая-то из песен к этому относит. Вот, это очень прям здорово, что они поработали над мелодией, что поработали над текстом и поработали над обложкой. Это все реально такое создается очень-очень здоровское впечатление от всего альбома. Вот прям я могу поставить здесь 10 из 10 и даже больше, потому что это была трудная работа именно для Егора. Вообще мог бы этот альбом не выйти, но Егор молодец, что собрался и создал такой очень атмосферный, классный, потрясающий, невероятно эмоциональный альбом. Вот, так что я могу только поставить реально больше, чем 10. И это очень здорово, это очень круто. Я также надеюсь, что, ребят, вы послушали этот альбом, поддержали, там, поставили лайк и написали комментарии. Так что я все ссылки оставлю. Переходите, слушайте. Я этот альбом слушаю каждый день на постоянный. Вот, поэтому прям мне запало реально в душу и очень-очень мило и здорово. Вот, и мне очень также понравилось видео, где Егор рассказывает про все эти песни, как они создались. И ты понимаешь, что действительно Егор очень-очень огромную работу проделал, чтобы создать этот альбом и донести какие-то мысли через мелодию, через песни, через текст для нас, для слушателей. И, в принципе, мне кажется, что каждый слушатель найдет для себя что-то очень важное и очень для себя личное, чтобы окунуться еще больше. Так что это очень здорово. Мне еще понравилась фраза у Егора, где он рассказывал тоже про какую-то одну из песен, извиняюсь, что музыка может лечить, я, в принципе, с этим согласна. В какие-то моменты даже какая-то мелодия может тебя отвлечь от какого-то тяжелого события, либо просто подбодрить, так что я с этим согласна. Мне кажется, если бы я не занималась барабаном, меня бы уже давно здесь бы не было. Вот, так что это очень здорово и круто, мне понравилось. И еще очень одна потрясающая новость, что группа Abyss Watching Me едут в Россию, Москва в Питер, это будет осень. Это можно сказать, что это зарубежная группа едет в Россию или нет? Интересно. Вот, так что у них будет 30 сентября в Москве, а 1 октября будет в Питере, если я не ошибаюсь. Вот, это тоже очень здоровские такие новости, что ребята смогут приехать, я надеюсь, что это у них получится, и отыграть, и презентовать альбом, и не только. Вот, так что это очень здорово. Спасибо всем большое, кто посмотрел это видео. Я надеюсь также на вашу поддержку этого видео, на поддержку альбома Abyss Watching Me. Я все ссылки оставлю. Перейдите, пожалуйста, послушайте на всех возможных музыкальных площадках. И я думаю, что это очень круто продвинет ребят повыше в каких-то чартах и так далее. Вот, так что оставляйте свои комментарии по поводу этого видео и по поводу альбома. Мне действительно тоже будет интересно почитать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, также оставляйте комментарии. И также подписывайтесь на канал Егора, все ссылки тоже будут в описании.
Если хотите поддержать мой канал финансово, то есть и ссылки в описании. Это будет большой вклад в развитие моего канала. И также подписывайтесь на все социальные сети. А с вами мы увидимся в новом видео. Всех обнимаю, всем пока. Бай-бай. Наконец-то я записала это видео, потому что есть небольшое волнение, так как группа может посмотреть, и как бы ты не хочешь их видеть, рассказывая свои мысли и эмоции по этому поводу. У меня, наверное, раза с 5 об этом получилось записать, но я надеюсь, что всем понравится. Hello, everyone! Всем привет! Итак, сегодня не будет, вернее, никаких реакций. Сегодня будет такой мини-ревью на новый альбом группе, конечно!